Всем доброй ночи. Сегодня я показываю один очень сильный ритуал и очень нужный для практиков. Называется «Обмануть силой смерти» или «Обмануть духов смерти». По-разному называется. «Запутать след» называется еще. Дело в том, что испокон веков люди считали, что могут обмануть злые силы. На самом деле злые силы или темные силы или какие угодно силы обманывать невозможно. И у них есть четкие инструкции, когда забирать человека, когда не забирать, спасать и так далее. Но когда эти силы видят старание человека и желание, и просьбу остаться в этом мире, если у него есть незавершенные дела, то они могут как бы помиловать его, пожалеть и оставить. Но кроме того, если это делает колдун, если это делает человек-практик, который имеет право на такие ритуалы, то ради этого человека они способны отойти. То есть вот этот ритуал совершаемый, он вполне способен спасти человека и вытащить с того света. Делали в старину куклы, либо фигуры из глины, поскольку воск в те времена был роскошью, и поэтому не у всех был воск, делали там какие-то из тряпок всякие чучела и так далее, и так далее. Но в наше время мы применяем как бы именно восковую фигуру. Фигура не обязательно должна быть прям, знаете, произведением искусства. Просто достаточно приближенное что-то на человека. 2 руки, 2 ноги, голова и всего-то. Сейчас я вам объясняю суть этого ритуала. Черная ткань, отрезок ткани, хлеб, кусок хлеба. Хлеб может быть белый, темный, ну желательно не черный. Молоко. Чуть-чуть молока наливаем сюда. В горшочек или какую-то другую емкость, не столь важно. Огни здесь нужны для освещения ритуала, но и огни усиливают. Если свеча, то желательно черная. Здесь у меня и свечи, и специальные огоньки, которые горят разными цветами и так далее. Но это я так оформляю алтарь для того, чтобы себя очень сильно настроить. И чем больше внимания к алтарю и к этим духам, тем сильнее они способны нам помогать. Я уже об этом рассказывала, не будем к этому возвращаться. Итак, фигурку человека ложим на хлеб. Сначала мы произносим это заклинание здесь, потом вторую часть заклинания произносим в другом месте, туда, куда относим фигурку. А фигурку мы относим на поле, либо какую-то открытую местность. Вот, открываем платок. Вот точно так же на хлеб положенную фигуру оставляем там. Ложим рядом откуп, водку, монеты, можно кусок мяса, можно какие-то сладости и так далее. Все это разложили рядом с этой фигуркой в поле, сказали еще раз, отвернулись и ушли. Я вас уверяю, что жизнь этого человека будет спасена. Но постарайтесь такие ритуалы как бы применять аккуратно и не особо увлекайтесь, поскольку это все-таки сила смерти, поэтому прежде чем это проводить, подготовьтесь. Итак, начали. Берите в руку человека и говорите: я этого человечка слепила, молоком скормила, хлебом осветила, именем Ирины нарекла. Заклято, заклято, заклято. Окунаем головой в молоко. Слегка. Не хочется идти. Вот так. Ложим на хлеб. Опускаем палец. Немножко брызгаем молоко сверху. Закрыли.
произносим следующий заговор. Двух ангелов смерти древнего мира звали Ильяс и Сиак. Это посланники смерти, которые приходили за душой человека. Итак, вот сейчас это произносим 3 раза. Ильяс, Сиак, жертву примите. Я человека сложила, душу в него вселила. Ильяс, Сиак, дар примите. Следы Ирины заметите, пусть духи, как ни стараются, все на этого человечка натыкаются. Заклято. Ильяс, Сиак, жертву примите. Я человека сложила, душу в него вселила. Ильяс, Сиак, дар примите. Следы Ирины заметите. Пусть духи, как ни стараются, все на этого человечка натыкаются. Ильяс, Сиак, жертву примите. Я человечка сложила, душу в него вселила. Ильяс, Сиак, дар примите. Следы Ирины заметите. Пусть духи, как ни стараются, все на этого человечка натыкаются. Истинно. Даже жар поднимается прямо по лицу. Итак, вот это говорим. Сворачиваем этого человечка в такую темную материю. Я уже сказал, уносим на поле и там оставляем. Для того, чтобы была связь с человеком, с которым, то есть с которого вы снимаете эту смерть. Желательно фотографии положить внизу. Я сейчас не буду показывать ее фотографии. Либо какую-то вещь этого человека. Эта вещь после сжигается, а вот этот человечек с хлебом уносится. Молоко выливаем на землю. Еще раз говорю. Сначала читаем здесь, потом уносим на поле, оставляем. Точно так же читаем 3 раза, громко причем. Если это ветреная погода, еще лучше, ветер усиливает такие ритуалы. Ложим рядом, значит, угощение, мясо, водку, откупаемся и, не отворачиваясь, уходим. Как бы нам не хотелось повернуться, посмотреть. Иногда кажется, что кто-то трогает тебя за плечо, либо зовет, даже такие ситуации существовали. Я извиняюсь, мне немножко не очень по себе, видимо, силы ушли. Вот, если будут вопросы по этому ритуалу, задавайте. Лучше задавайте эти вопросы, чем потом сделайте с ошибками. И еще одна просьба, будьте так любезны, не пишите мне в личку о том, что вы великие маги, колдуны, ведьмы, и вам нужно обучение. И что у вас там в роду были великие ведьмы, не знаю кто еще. Если бы у вас в роду были колдуны, вам бы обучение не пригодилось, поскольку подсознательно или какими-то иными путями ваш род вас бы обучил. Поверьте мне, вот первый признак того, что вы ничего не можете и не сможете, это уже то, что вы желаете обучиться ясновидению и прочим. Ясновидению не обучается. Обучается вот этому всему ритуальному колдовству, но и то, как правило, если в семье были ведающие, то это все переходит. Нет такого, чтобы все потерялось. Ну, не бывает, потому что сила рода передается. Но раз вам не передали, значит, не вам вести силу этого рода дальше. Значит, успокойтесь, живите своей жизнью. Мне, например, это все передалось, хотя я от этого убегала. Но мне это пришло и никуда не отпустило. Хочешь, не хочешь, этим пришлось заняться. То есть, а от бабушки остались очень много заклинаний, всего-всего. И в голову приходят, и в тетрадях они есть у меня. Потому что, значит, мне дано, значит, пожелали эти силы, чтобы я этим занималась. Они пожелали, не я, подчеркиваю. А вот искать вот так кого-нибудь, что-нибудь, чтобы ясновидению вас научили, ну, это несерьезно. Поэтому на такие письма я даже отвечать не буду. Всего вам доброго. Спокойной ночи.